второй день нахожусь на Таргашинском хребте. Вчера я не снимала, так как я была не одна. Человек, с которым я была, не готов к съемкам. Вчера мы пришли на его стоянку, сидели у костра, развели всякие разговоры интересные. А сегодня я хочу пойти в свой брод, который называется Гнездо Вороны, и переночевать еще там ночь. Я думаю, будет интересно. Так что поехали. Поднималась долго. Иду в свой грот, Гнездо Вороны. Хочу там сегодня провести ночь. Здрасте. В общем, шла я себе, снимала спокойно. И потом мне пришлось прервать видеосъемку, потому что уже столько случилось за это время всего. Видите, я без рюкзака иду. Пес опять куда-то побежал. Носится все за кем-то. Пес, кого там увидела? А? Кто там? Кто там, пес? Ничего себе. Кого это она там? А, за птичкой, что ли? Охотится. Я думала, посерьезнее кто-то, зверь какой-то. Ах ты, зачем за птичками охотишься, бессовестная собака, а? Пёса. Птичку тебе не жалко? У меня, кстати, сосиска. Я сейчас расскажу, откуда она у меня. Я же не ем сосиски. Было две пёся одну скормила, вторую несу тоже ей. Все время в руке она у меня. Я без всего иду. У меня вот только котик со мной. Пёса со мной. И вот телефон и селфи-палка. Ничего больше вообще нет, даже воды. Так вот, иду я в свой грот, в тот. Снимаю. Разговариваю с вами. Идет навстречу девушка. Ну, видно, что растерянная такая. А я же снимаю, иду, я тоже растерялась. Я как бы никого не думала увидеть. А она, оказывается, заплутала. И она не знала, как выйти, в картах тоже ничего не понимает. И я с этим рюкзаком тяжелым, я понимаю, что я ей на словах объяснить не смогу, как из леса-то выйти. Но я ей предложила пойти со мной до грота, чтобы я там оставила тяжелый рюкзак, а потом ее уже проводить. Ну вот представляете, сколько я еще до того, как я вот сейчас иду, намотала. Я рюкзак сейчас оставила в том гроте. Эта девушка вот мне сосиски и дала для собаки. Пёса. Пёса. Легла в тенечке отдохнуть, я ее жду. Жарко у нас сегодня. Сейчас до моего грота дойдем, там у меня вода есть. Квадроциклы ехали, наверное, штук 6. Сейчас, кстати, мои любимые деревья будут. Их надо обнять. Сейчас там еще второе. Дерево. Оно-то тоже хочет, чтобы я его обняла.
вот так вот я сегодня, короче, мотаю километры. Вон она, моя пёсочка бежит. Маленькая девочка. Такая собака хорошая, такая умная. Ну ничего себе. Это вот были сильные ветра у нас. Ничего себе. Огромная сосна, она тут сколько лет росла. Жаль. Такое дерево, конечно. Смотрите, прострелы. Его очень многие путают с подснежниками. Или сон трава его еще называют. Занесен в разные красные книги, в том числе и Красноярского края. Такая красота с хребта открывается. Я уже не раз показывала море, тайги, горы. Очень красиво. Сейчас еще весна, все серенькое, коричневенькое. И дымка такая, видите, стоит, пожары, потому что у нас идут. Вон она, видите, подошла, смотрит с обрыва. Ей тоже интересно. Пес. Жарко, да? Но виды зато какие красивые, правда ведь? Собака. Интересно же и со мной ходить, бродить. Жарко, она ходит. Этому гроту. Как бы тут его не затоптали. Тоже полезно, его можно даже вот эти бубочки есть, когда они чуть-чуть подрастут. А вот я уже к гроту подхожу. Все уже рядом. Сейчас тут шиповника полным-полно, а я в шортах. Оцарапаю сейчас вся. Видите этот пушистый цветочек? Он прям пушистый. Как будто это, знаете, не настоящие листья, а сделанные из ткани. Из флиса такого. Это коровяк. Он сейчас такой маленький, а вырастет, я фотку сюда вставлю, сейчас пока говорю. Такой высокий, если найду. Высокий, такой большой, с цветочками, он очень полезный. Сейчас малюсенький, красивый, такой пушистый. Ой, какой он большой, светлый. Как здесь хорошо. Я вообще с ночевкой сюда очень хотела, прям очень сильно. Даже больше, чем туда. Но я боялась, что сейчас выходные дни и люди будут приходить. И сегодня суббота, завтра воскресенье, не дадут нормально посидеть. Поэтому я не пошла сюда. А вот, как всегда, отсюда вид обалденный. Другого не бывает любое время года.
Очень-очень красиво. Ой, как же хорошо-то в гротике. Я уже достала воды, попила, убрала обратно, там ее прятать надо. А пёса не стала спускаться, я ее никак не смогла уговорить. Долго я сидеть не буду, так сейчас вот уже все остыло, маленько отдохнула. Я там уже в тетрадке записалась. Я здесь была 3 мая, а сегодня 14 мая. Это видео, наверное, выйдет в первую очередь, чем у меня предыдущий, там еще есть отснятый. Я первый раз сплавлялась же. Это вообще для меня так эмоционально было. Я тоже снимала видео, но оно будет не скоро, не знаю когда. Кто подписан на меня в Инстаграм, ВК, они видели фотографии, я выставляла со сплава с этого. Ладно, надо идти, хорошо тут сидеть, но надо идти. Пёса там ждет наверху, наверное. Пёса там спустилась, зову ее сюда, она не хочет заходить. У меня здесь сковородка есть, налила ей воды. На, говорю. Блин, такая жара стоит, она не пьет. Я переживаю. Вон что делает. Клещей пошла собирать. На, говорю, ты что? В шиповник залезла. На, попей водички. Смотрите, все отворачиваться не хочет. Вышла я уже с грота, поднялась. Пёса со мной тоже поднялась, идет. Пёса! Вон она идет сзади. Вот, идем специально из-за пёсы моим самым нелюбимым путем. Сейчас нам резко надо вниз, а потом очень круто и достаточно продолжительно наверх. Я очень не люблю этот подъем, но пошла из-за пёсы, потому что там внизу речка. Вон она, пёса радостная, она уже воды напилась. Вот мы спустились к речке, к Базайхе. Фу, не могу, как жарко. Я жару люблю вообще. Но я сегодня находилась вообще. Выйдет километров 25. Ой, как хорошо. Наконец-то умыться можно. От пыли. Столько пыли сейчас. Весна же, еще зелени сильно нет. Все пыльное. Пить так хочется. Но с Базайхи нельзя пить. Она грязная. Ее кипятить надо. Мне вот этот лес так нравится здесь внизу. Тут, правда, сыро, но тут и прохладно. Вон пёса пошла пить, там речка. Другая уже, не Базайха, а Войло протекает. Такой лес, он такой густой, буреломистый. Я такой люблю. Ну, правда, грязный. Вот где клещей-то, наверное, много. Так, а вот и речка. Помните, я снимала, когда в гроты ходила ночевать, я здесь умывалась. Может быть, даже попью и рискну. Хотя рискованно, конечно, пить неочищенную воду. Пёса уже попила 2-й раз, я ее не успеваю снять, она это так быстро делает. Речка такая мелкая очень. И вон, видите, там, вон, еще лед до сих пор не растаял. Не, я сейчас умоюсь и попью, конечно. С той стороны негде помыться, там грязно. Что-то как.
хочу. Смотрите, сколько еще много льда. Вообще все во льду. Вон. На улице прям жара сегодня, градусов 28. И лед еще стоит. Отдыхаем с пёсой на подъеме. Красота. Мы, скажи, устали подниматься. А нам еще долго наверх. Знаете, что мотылек делает? Он пьет. Видите, мокрая точка. Он так пьет. Усиком своим. Ну, я сегодня, конечно, наладилась. Уже чуть-чуть вот осталось. Вот он и гротик. Блин. Клеща уже сняла одного. Ну, правда, за весь день всего одного клеща. Ну, такого хорошего, жирного. Самый опасный. Таежный клещ, самка с красной жопой. Тут уже сосны молодые растут. Раньше была лысая гора тут. А вот сейчас сосенки молодые. Видите, сколько? Все, пёса где-то там, видимо, легла в тенечке. Она вряд ли выше полезет, она, скорее всего, будет ниже. Фух. Ой, мамочка. Еще чуть-чуть, еще немного. И будет светлая дорога. Сосиску так и несу. Она из-за жары вообще есть не хочет. Она ту сосиску даже не доела. А сзади горы, видите, какие. Красота. Фу. Вот я к гроту подошла. Здесь я сейчас полезу. Без рюкзака-то, кстати, легко лезть. Блин. Я ж не снимала, как я сюда сегодня рюкзак-то занесла. Я же с этой девушкой была. Ну, мы нормально с ней зашли. Она, кстати, тоже скалолазами увлекается, рассказала. Поэтому она легко зашла нормально. И спустилась нормально. Без всяких проблем все прошло. Видите, как красиво вокруг. У меня слов не находится. Вот и грот рядом уже. И солнце уже такое вечернее прибирает. Мне сейчас надо от этих осматриваться, от клещей. В первую очередь. Фу. Все, рюкзак на месте, слава богу, вон стоит. Фу. Ну все. Видите, какой вид красивый. Я такая довольная сижу. Находилась, нагулялась, поела, и все. И меня, короче, развезло. Знаете, когда устанешь, поешь и все, и распухнешь. Пёса где-то, я не знаю. Либо она убежала, я вообще ее не вижу. Хотела ей сосиску скормить. Она куда-то вообще. Не вижу я ее. Вот. Такие дела. Я люблю такое. Я находилась, мне сейчас такая приятная усталость. Тем более, что я налегке ходила.
Плохо, что совсем без еды, без воды. Меня, видите, выручило то, что в том в моем гроте там есть у меня вода. Ну, я как напилась сразу. А видите, пёса не стала пить, я же вам показывала. И вы, кстати, не переживайте, что она там голодная или какая ходит. Она в жару днем вообще не ест. А их там, где она обитает, там много собак. Они очень-очень хорошо питаются. Вы же видите, что она не худая. Ну, за лето она скинет маленько, потому что много бегает. Что еще рассказать? У меня сегодня день рождения. Не знала, говорить или нет. Я там кусочек тортика взяла. Попозже зажгу свечку, задую. Я не люблю свой день рождения. Я вот люблю его в уединении проводить. Пошла я вчера в поход. Получается, он у меня трехдневный. Вчера днем я пошла в поход с приятелем, знакомым. У него есть тут пара стоянок. И вот он меня звал до этого все на свою стоянку с ночевкой. Ну, вчера списались, ну, в общем, и пошли. Я гамак брала, спала в гамаке. Пёса все это время была с нами, со мной. Она больше со мной, она вот идет и все. За мной ходит и все. Такие дела. Я вот все время так болтаю много. Ну, блин, это вообще это неправильно. Потому что я потом очень мучаюсь, монтирую. Я же не могу видео на 2 часа сделать. С одной моей болтовней. Надо как-то мне урезать это все. Ой, что-то я тут припухла, короче, вообще. Так расслабилась. Подмерзла, что-то все. Днем было жарко, сейчас прям прохладно так. Я пока сидела, вроде в штанах, в кофте, и замерзла. Залезла в спальничек и припухло все. И вообще не знаю, я вставать не хочу. Сон клонит, не могу. Надо вставать, еще рано спать. Какой спать? Еще светло даже. Я еще костерчик хочу пожечь. У меня же еще тортик, надо свечку зажечь. Как же без тортика-то в день рождения? Ой, лежим, балдим тут с котиком. Хорошо так. Птички поют. Виды такие, там косули орали опять. Так хорошо. Балдеж, короче. Я понимаю, что я сейчас костерчик сделаю, разожгу и тепло станет. Но мне лень, так лень вообще вставать. Ничего не хочу вообще делать. Я сегодня могу еще не делать. У меня же день рождения. И так находилось много. Ой, наконец вылезла с постельки. Что-то подмерзла я. Надо костерчик уже делать, чтобы тепло было. Да и уютненько с костром. Мой праздничный тортик с 3 свечками. Надо загадать желание. Почему свечки 3? Просто столько было. Они красивые. Так. Загадываем желание. Все. Сразу все задуло. Желание должно сбыться. Сейчас буду чай с тортиком пить. С днем рождения меня.
Мы тут с котиком решили еще раз свечки задуть. А то котик-то не задувал. Обычно я с ним справляю день рождения. Встречаю или провожаю. Не знаю, в общем. В общем, свечки задуваем вместе. На счет 3. Раз, два, три. Все задуло. Задули. Пёса, кто это тут лежит, а? Кто это тут лежит? Что это тут за собака лежит? Ой, елки, пока к ней спустилась, такой крутой спуск, а я в калошах. Ну ты моя сладкая, такая преданная собака. Ты тут что, всю ночь будешь спать? А? Ну тут ей хорошо, прохладненько, и место более-менее ровненькое. Ну ты моя хорошая. Ну вот, ну что вот с тобой делать? Ну что с тобой делать? Ну вот как вот с ней быть? А? Я ей сосиску принесла. Будешь сосиску? А? Так, конечно, темно, но песик в глаза не светит. Просто на сосиску. На. На. Ну давай, жуй. Жуй. На. На. Ешь. Мне вообще никак. Все. Ты куда пошла-то, пёса? Ну здесь же удобнее, ну. Нет, пошла демонстративно легла там. Ой, представьте, сколько мне пришлось спуститься. Тут очень-очень прям круто. Шишки, камни, все это сыпется. Ох, пёса. Носочки мне вот такие на день рождения подарили. Прикольненькие. Видите, мужчины не только носки вам на 23 дарят. И вот девушкам на дни рождения тоже дарят. Ну, видите, какие классные. Мне нравится. Такая ночь за гротом уже. Темень тьмущая. Даже птиц перестало слышно. До этого снимала, птицы пели еще. Я, кстати, вот так повесила термометр. Мне кажется, вообще здесь отлично смотрится. Вот, прям у кровати. Будешь знать, сколько возле тебя градусов. Вот показывает здесь 20. Луна такая прям яркая вообще. Надела носочки. Теплые, красивые, хорошие. Не сидится мне почему-то никак. Мне что-то хочется уже лечь, укутаться. Я же его только тем летом обустроила. Год уже, как я его обустроила, получается, прошел. Ну все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Спалось вообще отлично.
Как в этом гроте может еще спаться? Только отлично. Тут всегда спится хорошо. Я все лежу, не хочу вообще вставать. Птички поют. Всякие разные. Но больше, как обычно, слышно синичек, гаечек и зябликов. Они красиво так поют. Тут гачка залетала, я ее сняла. Там салфетка лежит сухая. И она ее теребила. Прям набила в клювик так себе. Пушистика такого и улетела. Гнездышко строить. Надо вставать. Завтрак готовить, кушать. Ой, как хорошо. Зарядку надо сделать. Все, хватит. Как хорошо. Обожаю здесь завтракать с таким шикарным видом. И с шикарным звуком тоже. Птицы всякие разные переливаются. Никаких спецэффектов не надо. Собираюсь потихоньку, так не люблю собираться. Все, я собралась, рюкзак уже надела, все прибрала. Неохота так уходить. Все, уходим. Пока мой любимый грот, один из любимых. Сегодня небо не такое синее. Вчера было прям синее. Помните, я снимала? Или мне так кажется уже?
Спуск с рюкзаком это что-то. Без рюкзака я очень быстро спускаюсь, даже со съемкой. А с рюкзаком он оттягивает сильно, он тяжелый, страшно, что перевесит. Я просто знаю такие случаи, немало таких случаев, когда рюкзак перевешивал. Поэтому нужно предельно аккуратно быть. Вот на скалах я так не могу снимать, там-то гораздо сложнее ходы. Да, мне по скале, по большой, с сложным ходом лезть. Здесь все проще гораздо. И то опасно. Вот пёса не знаю, я ее звала, тут она или не тут, я не вижу. Возможно, она ночью здесь еще была, но возможно, что ночью или под утро все-таки не выдержала и не дождалась и убежала. Все, я слезла. Фух. Всегда радуюсь так, когда слезешь, все нормально. Мне еще с рюкзаком как-то надо такого кругаля вкрутить. Сначала резкий спуск, потом резкий набор высоты. Вот туда вот за скалу, за сосну мне надо туда, потом наверх. Наверх там за скалой. А сейчас сначала вниз. О, еще сыпучка тут везде. Все сыпется. Все, камни полетели вниз. Круто-круто тут. Очень круто. Скользнулась, нифига. На траве-то тут на сухой скользко. Вон он, грот виднеется. Красиво так смотрится, да? Так, где мне завернуть-то лучше? Или я уже проскочила, где лучше было? Так, слабонервным прошу не смотреть. А то там некоторые потом пишут, что за сердце хватаются. Ну не смотрите, ну если вы не можете, зачем вы смотрите? Я же вас тут не заставляю ходить. А я вот хожу, мне нравится. Эх, не снимешь со стороны меня. Но я думаю, видно, что тут очень круто. Чуть-чуть осталось, там полегче будет. Там крутой будет подъем, но уже подниматься все равно всегда проще, чем спускаться, чем перебираться. Сейчас-то я вот уже траверсом иду, и здесь тоже траверсом не очень-то хорошо. Так, кто не знает, что такое траверс, когда идешь вдоль, но на чуть-чуть наискосок, слегка набирая, допустим, высоту или наоборот снижая высоту. Все, я вышла на подъем. Сейчас мне в гору. Но когда я вот так делаю, она кажется прямой сразу. Короче, резкий тут набор высоты. Вот эта мелкая крошка, она такая сыпучая. Сыпучка. Вот такой эскалатор. Поедешь и все.
И за кусты неохота мне браться, потому что мне их жалко ломать. Я их тогда постепенно так все выдерну. Да и тут кустов не так уж много. Немного осталось уже. Все, народ, кто закрывал глаза, можете открыть. Я вылезла. Да там не так уж сложно, как кажется. Просто надо быть осторожнее, все. Просто цепучка и крутой склон, всего лишь-то. Если этого не делать, не ходить, как вы говорите, не рисковать, а в чем смысл тогда вообще походов? Просто сходить в лес, чай попить, что ли? Не, я так не могу. О, пёса, видимо, все-таки убежала, не дождалась. Так правильно, вы представляете, она со мной 2 суток была. Ну все, ребята и девчата. Всем, кому нравятся мои походы, мои видео, подписывайтесь обязательно на мой канал. Для меня это важно. На YouTube, на Дзен подписывайтесь. Пишите комментарии, задавайте вопросы. По возможности я всем отвечаю. Если не сразу, значит я в походе, значит мне некогда ответить. Позже отвечу. Всем пока-пока.